Сап, на связи Джекри. Я, обожаю Тетрадь Смерти. Весь мой канал зародился благодаря ней и великому бесконечному лету. Да и самое популярное видео на моем канале именно по ней. Скоро одному из них стукнет 300 тысяч, уху! Но сегодня мы будем говорить не о Тетради Смерти и не о моей любви к ней. Сегодня у меня на острие ножа аниме Бакуман. Это аниме, как и огромное множество других, основано на манге. Автором манги же являлся дуэт Цугуми Оба и Такеши Абаты, которые являлись создателями культовой тетрадки. И с них, конечно же, будет двойной спрос. Аниме Бакуман насчитывает 3 сезона и 75 серий. Пока что это самый длинный тайтл, который я посмотрел до конца. Бакуман в корне отличается от тетрадки, и не только сюжетом, что очевидно, но и жанром. В отличие от последней, это не серьезный психологический триллер, а простенькая, по крайней мере на первый взгляд, комедия с элементами драмы. Но это только на первый взгляд. Приветствует нас это аниме с заставки другого аниме, которое практически никак не касается сюжета. Автором этого аниме внутри аниме является Масера Нобухира, дядя главного героя, который неожиданно для всех скончался. Все вокруг винят в этом его жажду писать мангу, которая по итогу изгубила беднягу. Такое же мнение пытаются навязать и Моритаке, главному герою, которого стараются уберечь от мысли стать мангакой. Моритака Масера – одинокий парень без друзей, который ведет асоциальный образ жизни и не особо-то волнуется насчет своего будущего. Жизнь обычного работяги – это единственное, что ему грозит. Также Масера влюблен в свою одноклассницу Миха Адзуки, с которой у него не то что отношения не складываются, он с ней вовсе заговорить не может. Сейчас любовь для него – это односторонняя пытка и не более. Масера не лишен таланта, который он развивает, ибо втихую рисует объект своего вожделения. Никто особо этого не замечает, зато его за этим палит его одноклассник Джованни из Тетради Смерти. Чувствую себя Джованни из Тетради Смерти. Или как его тут называют, Акита Такаги. Немного следует рассказать и об Акито. Круглый отличник, который пишет все экзамены, контрольные работы и тесты идеально. Ему точно определено великое будущее практически в любой стезе. Ягами Лайт, ей-богу. Я ждал тебя. Я ждал тебя, Рюк. Но нет. Такаги, несмотря на свои оценки и место в японской кастовой системе, куда обеспеченнее того же Лайта и менее серьезнее. Но это не делает его глупым, как я и сказал, он умен и даже очень. Он способен анализировать людей, шутливо оправдывая это тем, что сидит за последней партой. Так было и с тем, что он понял про чувства Адзуки к Масера. Думаю, ты ей нравишься. И про то, что Масера точно вернется за своей тетрадкой. И нет, не Тетрадью Смерти. Извини, но я в нее заглянул. И понял, что ты обязательно вернешься за ней. Я ждал тебя. Акито под предлогом того, что рассекретит секретную любовь Масера, предлагает им стать мангаками, ведь это его мечта, и это его способности. Такаги, как и Моритака, также не лишен таланта. Он отличный писатель, его сочинения занимали призовые места. Блондину с трудом удалось уговорить Масера попробовать написать первую мангу, и они берутся за дело. И движущей силой для нашего героя были не только стремление отделаться от обычной жизни, к которой Масера, собственно, был готов, но не желал ее, но также и любовь. Адзуки, к которой он пытал нежные чувства, хотела стать Сэю и шла к этому. Потому Масера пообещал, что когда их с Такаги аниме экранизируют, Адзуки озвучит его, ради чего он и будет работать. Миха, в свою очередь, тоже пообещала, что будет работать, чтобы стать Сэю и озвучить аниме. И если все их мечты сбудутся, то Масера и Миха поженятся, но пока их мечты не сбудутся, им нельзя общаться вживую. Это табу и должно стать подталкивающей силой для двух влюбленных, ведь если они не будут работать, то они не смогут быть вместе. Так и начинается история Масера и Такаги. В течение всего аниме нам будут показывать путь двух друзей, которых объединяет общая цель. И это не банальная история с вечными победами из ниоткуда. Это история, которая показывает реальность, поражение, маленькие победы, стремление, боль, отчаяние, желание бросить и воля, ведущая к мечте. Каждый из героев в течение аниме меняется и работает над собой. Так, по сюжету одной серии Масера из-за переутомления попадает в больницу, где ему строго-настрого запрещают работать. Сейчас вам нужен Нельзя отдыхать, если на тебе манга-сериал! Сайко. О перерыве и речи быть не может. Мы только набрали популярность. Окружение тоже подначивает его прекратить дело, хотя бы до выписки. Но Моритака не сдается и даже в больнице с сильнейшей болью продолжает работать, чтобы их мечта сбылась, чтобы не подвести Такаги, Миха и остальных близких его людей. Во всех произведениях, помимо самой завязки и истории, важным аспектом являются персонажи. И в этом аниме персонажи просто прекрасны, не меньше. Каждый из них запоминается, отличается характером, а что самое главное, является живым человеком. Я хотел бы выделить лучших персонажей, которые сильнее всего впадают в душу.
Первый персонаж, а точнее персонажи, естественно являются Масера и Такаги. Это нерушимый дуэт двух друзей, которые работают над собой и стремятся к своей цели. Их просто невозможно рассматривать отдельно, и про них уже было рассказано ранее, потому снова повторяться не буду. Второй колоритный персонаж, который на первый взгляд может показаться не самым интересным, Акира Хаттори. Именно он становится неким сенсеем для дуэта главных героев. Именно он будет редактировать и критиковать работы Акита и Моритаки, помогать им на пути, и именно благодаря ему дуэт сможет выпустить свою первую мангу Detective Trap. Третьим, конечно же, хотелось бы выделить антагониста Низуму Эйди, подающий большие надежды мангака, рвущий все тренды, талантливейший писатель и художник, и это в его-то малом возрасте. Какое-то время Акита и Моритака считают его главным своим конкурентом, а Нидзума же наоборот заявляет, что является их фанатом. Но их вражда постепенно сходит на нет, и даже в моментах, когда они борются за звание лучших, все равно поддерживают друг друга и даже помогают в трудных ситуациях. Четвертым персонажем, который рвет все шаблоны, является Тору Нанамине, которого, к сожалению, совсем мало на экране. Ведь появляется он лишь в третьем сезоне. Хитрый манипулятор, хладнокровный и бесчестный человек, который становится резко лучшим мангака среди новичком и бьет под дых не только Масера и Такаги, но и Низуми Эйди. Смотреть за его становлением, за его падением и новым рассветом было в некоторые моменты интереснее, чем смотреть за историей главных героев, но это лично для меня. Да вы просто посмотрите, как он на Лайта-то похож. А замыкает пятерку Миха Адзуки, о которой я также рассказал ранее, и дабы не тянуть время, не буду повторяться. Остальные персонажи по типу Миоси, Фукуды, Аоки, Айка и других тоже запоминаются, тоже растут как личности, как люди. Каждый персонаж, я не побоюсь этого слова, каждый персонаж раскрыт в этом аниме. Все второстепенные персонажи порой более раскрыты, чем главный герой таких именитых аниме, как Код Гиас, Атака Титанов и прочих. Мне, например, очень сильно запомнилась судьба Такуро Накаи, который очень сильно был влюблен в Юрика Аоки, но последний не питал к нему теплых чувств, а поначалу была стервозной и изменилась к третьему сезону, к слову. Но он, ради ее внимания и любви, был готов верно ждать ее под ее окном, даже на морозе он не сдвинулся с места. И это лишь малая часть того, как мастерски раскрыл персонажей Цугуми Оба. Масера же во многих моментах я ассоциировал с самим собой. Чтобы настолько грамотно раскрыть героя, одного таланта мало. С персонажами, я думаю, разобрались. Вкратце их много, но каждый из них колоритен. Теперь о саундтреках. Да, каждый опенинг запоминается, особенно греет душу. Саундтрек же, играющий на фоне, тоже просто обалденный, но, увы, не такой запоминающийся, как саундтрек из Тетради Смерти. Но это не отменяет его шедевральности и прекрасной подобранности под каждый момент. Визуал этого аниме просто великолепен, до мурашек. Авторы играют со стилем, порой манга в аниме нарисованы интереснее, чем само аниме, и это забавно и удивительно одновременно. Просто диву даешься, когда смотришь это аниме внутри аниме или мангу внутри аниме. Чё? Кстати, о манге внутри аниме. Очень запомнилась манга «Класс правды», и я даже возжелал увидеть его продолжение. Но, увы, ах, не суждено, не в этой вселенной. Ну и нельзя не упомянуть об огромном количестве пасхалок, отсылок, цитат на другие аниме, мангу, даже, черт возьми, издательства, которые авторы скрупулезно встраивали в канву повествования. Бывали моменты, когда я сидел, спокойно смотрел аниме и такой: «Вау, да это ж Тетрадь Смерти, там на полках!» Если оценивать это аниме по баллам, то тут однозначно 11 из 10. Смог ли Бакуман сравняться с шедевром, с культовым аниме и культовой мангой Тетради Смерти? Определенно, каждый из этих произведений самобытные, наполненные, и сравнивать их просто не имеет смысла. Они стоят друг друга, и я по праву ставлю Бакуман на первое место лучших аниме вместе с Тетрадью Смерти. Как-нибудь, думаю, даже сделать топ лучших аниме по мнению авторитетного источника Джека. Ну а с обзором на Бакуман я сегодня заканчиваю. Передаю привет великому Садони, который под каждым видео просил меня сделать обзор на это аниме. Привет! Ну а с вами был я, Джекри. Давайте писать мангу.